Равенство, толерантность, свобода личности. Три кита, на которых зиждется современная политика Твича. Звучит крайне благородно. Настолько благородно, что многие не замечают, что за этими красивыми словами скрывается контора, пропагандирующая и воплощающая в жизнь идеи фашизма. Всем привет, с вами Игорь Линк, и сегодня я попытаюсь показать вам, насколько же много общего у нынешней политики Твича с политикой фашистских государств 20 века. Но так как мы с вами живем в 21 веке, и у нас тут на ютубе развита такая штука, как капитализм, то перед тем, как начать, пару слов о моем новом игровом кресле. Дело в том, что мое старое игровое кресло порядком подизносилось, а ребята из Тессора предложили мне выслать новое из своей линейки. И это кресло реально бомбезное. Обивка выполнена из эко-кожи, которая и выглядит достойно, и на ощупь достаточно приятная. Подлокотники регулируются практически во всех направлениях. Снизу предусмотрена специальная подушечка, чтобы при долгом сидении у вас не уставала поясница. Ну а подушка сверху позаботится уже о вашей шее. Кресло приезжает в разобранном виде, но собрать его это дело где-то минут на 15. В комплекте идет понятная инструкция, а также все инструменты и крепежи. Но если вдруг вам будет что-то непонятно, то есть даже специальное видео на ютубе. Короче говоря, Тессора это тупо реально бизнес-класс. И если вы много времени проводите за компом, то оно вам определенно не помешает. Перейти в магазин Тессора вы можете по ссылке в описании, а по промокоду LINK20 вы получаете скидку 20% на весь ассортимент. Но давайте вернемся к Твичу и порассуждаем на тему того, что же с ним не так. Идеология. Начнем с азов. Очевидно, что Twitch в его нынешнем виде, подобно любому фашистскому режиму, имеет свою собственную идеологию. И ее принципы я озвучил в самом начале. Это равенство, толерантность, свобода личности. Казалось бы, что плохого в идеологии, если она построена вокруг столь светлых вещей? Но ведь если вы вспомните, то у любого режима, имевшего хоть какую-то идеологию, она всегда была построена вокруг каких-то благих целей. Ведь вряд ли у вас получится повести за собой народные массы, если вы будете декларировать стремление вашего государства к геноциду других народов, к убийству невинных людей, к ничем не обоснованному отбору их собственности. Оу, или такое уже прокатывало. Ведь главное не то, какие цели ставит перед собой ваш режим, а то, как вы преподнесете эти самые цели. Не геноцид народов, а очищение нации. Не убийство невинных людей, а раскулачивание. Не отбор собственности, а перераспределение ее с целью ликвидации классового расслоения. Звучит намного более благородно, не так ли? Ровно так же и Twitch за красивыми словами о равенстве, толерантности и свободе личности скрывает дискриминацию, тоталитаризм и массовую цензуру. Единственное, для чего на государственном уровне может использоваться идеология, какой бы светлой она ни казалась, это оправдание преступлений и воплощение в жизнь политики, противоречащей здравой логике, а иногда даже науке. Именно для этого идеология использовалась в фашистской Италии, нацистской Германии, и именно для этого она сейчас успешно используется сервисом Twitch. Следующим пунктом в моем списке идет цензура и запрет инакомыслия. Помните рассказы о тех прекрасных временах в Советском Союзе, когда всего за одно-два слова можно было отправиться в места не столь отдаленные, либо же и вовсе на тот свет? Ровно то же самое, возможно, еще и в больших масштабах и с еще большей жесткостью практиковалось и в странах с фашистскими режимами, вроде Италии 20-40-х годов. Уничтожались и изолировались не только несогласные с политикой государства, но и те, кто просто неосторожно обронил какое-то слово, которое могло быть двояко истолковано каким-нибудь чрезмерно рьяным сотрудником силового ведомства, изо всех сил старавшегося выполнить план по расстрелам. Для тех, кто не в теме, на Твиче ваш канал получает бан, если во время стрима вы, пускай даже случайно, употребляете слово «пидор» или какое-то производное от него, так как оно якобы однозначно направлено исключительно на оскорбление ЛГБТ-меньшинств. Даже если во время произнесения этого слова речь и близко не шла о представителях нетрадиционных сексуальных ориентаций. Все в лучших традициях фашизма. Наказание за употребление всего одного слова, которое, по мнению определенного сотрудника, модератора, кого-нибудь как-нибудь да оскорбляет. Следующий пункт — репрессии. Этот пункт по сути вытекает из того, о чем я только что говорил. Возьмем википедийное определение слова репрессии. Так вот, согласно Википедии, репрессии — это наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. По этому определению мы вполне можем принять Twitch за государство, бан за карательную меру, отдел модерации контента за государственные органы, а левый режим Твича за существующий строй. Как вы видите, происходящее на Твиче идеально вписывается в это определение. Попробуйте сказать хоть что-то противоречащее официальной политике Твича, как, например, это сделала Хелена Лайф, имевшая неосторожность сказать о том, что с биологической точки зрения у человека есть только два гендера, хотя она и не имеет ничего против людей с другими типами гендерной идентичности. На стриме я сказала, что я считаю... Это, кстати, то, за что меня забанили. Если вы хотите знать, за что меня забанили, то вот именно за это. Я сказала на стриме, что я думаю, что биологически существует два пола – мужчина и женщина. Это то, о чем нам говорит биология.
Я специально сказала, что это нормально, если мужчина хочет быть женщиной или женщина хочет быть мужчиной, но вы не можете быть кем-то посередине. Я сказала, что я поддерживаю комьюнити трансгендеров. Я никогда не говорила обратного. Они забанили меня за то, что я сказала, что есть всего 2 гендера, 2 пола. Вот за что меня навсегда забанили на Твиче. На мой взгляд, это самые основные и общие сходства Твича с режимами фашистского толка, но если этого вам почему-то недостаточно, то мы можем и углубиться. Следующий пункт. Сочетание популизма и широкой эгалитарной риторики с тоталитаризмом и жесткой иерархией. Фашистские режимы всегда декларировали свои намерения наиболее простым и понятным языком и часто обещали быстрое и легкое решение наболевших проблем довольно примитивными способами. Во многих из этих обещаний звучали идеи установления всеобщего социального равенства, справедливости, перераспределения благ и наделения всех граждан одинаковыми правами. В общем, стандартный популистский набор без какой-либо конкретики. Но при этом взамен государство требовало от своих граждан полного подчинения и тотального контроля за всеми аспектами их жизни. А это, в свою очередь, подразумевает создание жесткой иерархии, ведь должны быть те самые люди, которые и будут непосредственно все это контролировать и кому граждане должны будут подчиняться. И в итоге получается, что несмотря на изначальную декларацию всеобщего равенства, на деле мы получаем четкое разделение на классы по определенному признаку, в данном случае по степени обладаемой власти. То же самое мы можем наблюдать и на Твиче, нам четко декларируют постулаты о всеобщем равенстве, заверяют, что пользователи Твича равны и обладают равными правами. Однако мы изначально имеем отдел модерации контента, который наделен большими правами, чем простые пользователи или даже стримеры. Но ведь сотрудники этого отдела также являются людьми, и благодаря кадровой политике Твича, людьми почти всегда представляющими какие-либо меньшинства или как минимум сопереживающие им. И именно эти модеры, зачастую по причине собственных убеждений, и проводят в жизнь истинную политику Твича, заключающуюся в обратной дискриминации, то есть урезании в правах тех категорий пользователей, которые, по их мнению, являются угнетателями. Как итог, мы имеем ситуацию, когда любые слова белого мужчины-стримера, которые могут быть истолкованы модерами как проявление ненависти к каким-либо угнетаемым категориям, могут стать причиной бана канала этого самого стримера. При этом, если кто-то из представителей угнетаемых категорий пользователей будет призывать к ненависти по отношению к белым, к мужчинам или к представителям традиционных сексуальных ориентаций, то это будет считаться допустимым, ведь, как известно, стрелочка не может вдруг брать и повернуться вот сюда. Короче говоря, на деле здесь нет вообще никаких проявлений так рьяно декларируемого Твичом всеобщего равенства. Далее по списку у меня идет рессентимент толпы, возведенный в степень политической практики и использование угнетенных масс в качестве локомотива социальных и культурных преобразований. Ну, тут в принципе и так уже все сказано, но на всякий случай поясню, что такое рессентимент. Здесь я использовал ницшеанское толкование данного термина, это чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач, бессильная злость, тягостное осознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе, и если уж совсем упростить и в нескольких словах, то рессентимент — это бессильная злоба неудачника и жажда мести по отношению к тем, кто более успешен. И именно такую жажду и злобу зачастую испытывают представители таких категорий, как, например, феминистки третьей волны, пытающиеся найти признаки притеснения женщин там, где их нет, социально паразитирующие мигранты и беженцы, живущие на пособие, и все свое свободное время тратящие не на поиск работы, а на отстаивание и расширение своих прав и повышение размера этого самого пособия, а также многие другие субъекты, пользующиеся симпатией со стороны представителей левых взглядов. И именно эти угнетаемые массы и их жажду мести Twitch использует в качестве основного предлога проводимой политики. Ровно тем же самым занимались и фашистские режимы, которые так любили апеллировать к угнетенным классам, вроде бедной части немцев, мечтающих перебить всех евреев и отобрать их имущество. И вот мы плавно подошли к пункту дискриминационная политика в отношении определенных этнокультурных групп. Здесь, конечно, меня могут поправить, сказать, что я путаю фашизм и нацизм, что данный пункт он присущ как раз таки нацистским идеям, ведь в фашизме превыше всего было понятие государства, а понятие расы или этноса оно преобладало именно в нацистских идеях. Но, во-первых, классический фашистский режим, который имел место в Италии в 20-40-х годах 20 века, имел довольно-таки ярко выраженный расистский характер, что было обусловлено необходимостью очищения нации. А во-вторых, многие историки считают, что российские идеи и в общем случае вполне себе органично вплетаются в фашистскую идеологию. Но вернемся к Твичу. Я уже говорил о том, что являясь белым стримером, вы получаете бан за любое неоднозначное
неоднозначное высказывание, которое модераторы истолкуют как оскорбление представителей какой-либо угнетаемой расы. При этом последние могут оскорблять белых, абсолютно не боясь никакого наказания за это. Ну а является ли раса угнетаемой, решает, конечно же, сам Twitch. Налицо расизм, пускай и весьма непривычный для простого обывателя. Ведь по сути, представители европеоидной расы попросту урезают в правах лишь на основании цвета их кожи. Это, собственно, и есть дискриминационная политика в отношении определенных этнокультурных групп. Просто в отличие от обычной картины, здесь дискриминируются не евреи или темнокожие, а наоборот белые. Также нынешнюю политику Твича с политикой фашистских государств роднят преобладание корпоративных интересов над частными, преобладание коллективной ответственности как следствие расового или классового подхода в юридической практике и еще огромное количество более мелких пунктов. Да, конечно же, Twitch это не то, что приходит в голову первым при упоминании слова фашизм, потому что на Твиче нету никаких концлагерей, здесь нету солдат в мундирах с оружием, здесь не убивают людей, и здесь еще нету огромного количества вещей, которые люди в первую очередь представляют себе, услышав слово фашизм. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что нынешний Twitch в точности следует всем заветам фашистских государств 20 века. И, пожалуй, единственная свобода стримеров, на которую еще не успел посягнуть Twitch, это свобода передвижения, или точнее сказать, свобода уйти на другую стриминговую платформу. Впрочем, все не так просто, ведь даже здесь Twitch пытается поднасрать партнерам своего сервиса. Ведь Twitch запрещает даже забаненным на полгода или год партнерам стримить на других площадках. И каким образом эти люди должны зарабатывать деньги во время бана, видимо, Twitch не особо-то волнует. Но даже эти запреты не останавливают массовую миграцию стримеров с Twitch'а на YouTube. Согласно недавнему отчету, доля YouTube в области стриминга выросла с 15% до 25%. Чем все это закончится? Ну, такими темпами Twitch, скорее всего, превратится в платформу, где для того, чтобы зарегистрировать свой собственный канал и начать стримить, нужно будет документально подтверждать свою принадлежность к какому-то меньшинству. Ну а если у администраторов платформы возникнут какие-то сомнения на ваш счет, то вам придется еще и на практике доказывать, например, вашу нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ну и перед тем, как закончить, я бы хотел выразить отдельную благодарность Еже Сармату за помощь в создании данного видео, а также Кате Бачинской за тот кусочек с забаненной стримершей. Ссылки на канал ребят вы сможете найти в описании, у Ежи очень интересные стримы, советую на них заглянуть, ну а у Кати есть отдельный видос про Twitch, который я также советую вам заценить. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, если также считаете Twitch фашистской платформой, и до новых встреч, всем пока!